Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо, что следите за новыми прямыми эфирами и нашими встречами онлайн, что особенно приятно, с Павлом Щелиным. Он на связи прямо сейчас. Павел, приветствую вас. Здравствуйте, Александр. Спасибо большое, друзья, что поддерживаете каналы, поддерживаете экспертов. Все исходные данные Павла Щелина в описании к этому видео. Телеграм, Patreon, YouTube обязательно. В общем, благодарность вам большая за то, что ставите лайк и, конечно, пишите свои комментарии и участвуйте в наших дискуссиях и... играйте первую скрипку, что ли. Это можно сделать в этом прямом эфире. Сейчас 19:05, у нас 8 число сентября. Проводили кровавую луну вчерашнюю, ну и, собственно, смотрим в будущее. Начнем, как всегда, с формата нашей беседы. Все очень просто. Вы видите QR-код, который возле меня. Это с этих вопросов мы начнем наш с вами разговор, сессию вопросов и ответов в финале программы. Также заранее, заблаговременно можно оставить в закрытом клубе зрителей Шелеста в телеграм-канале свой вопрос. И в сообществе YouTube. Это вот как бы традиционно. И наше общение с чатом онлайн в финале. Поэтому чат... Приготовьте вопросы для самого-самого, того, что запоминается по Штирлицу, это конца нашего эфира. Но начнем мы тоже с вас. Опрос нашего сегодняшнего эфира, нашей встречи звучит так. Если закончить войну вот прямо сейчас, смотрите, мы не берем условия, там, пауза это или прекращение полностью, просто вот закончить прямо сейчас. Кому будет больнее? Варианты. Украина, США, Европа, Россия. Давайте пофантазируем и вот, исходя из этой гипотезы, уже потом отправимся, скажем так, анализировать происходящее. Как бы вы ответили, Павел? Я, к сожалению, на такой вопрос ответить бы не смог, потому что как раз от условий-то и зависит от него ответ. Все зависит от условий, дорогой Александр. Поэтому ответить на него мне не представляется возможным. Прямо сейчас войну поэтому и закончить невозможно, потому что все говорят про мир, все вроде бы не против ее закончить, но есть нюанс, и этот нюанс те самые условия, потому что одни условия – это капитуляция одного игрока, другие условия – это капитуляция другого игрока, третье условие – капитуляция двух игроков против третьего и так далее и тому подобное. То есть вся сложность возникает в тех самых деталях юридических, их и придется обсуждать. Интересно. Я бы хотел начать наш сегодняшний разговор, основную его часть. Вот мы сейчас к условиям подойдем, к Европе, к вот этим всем бряцанием оружия. Я бы начал с человеческого. Значит, очень вопиющий ужас произошел в Америке. И вот буквально перед нашим эфиром, значит, сначала коротко это все дело откомментировал Трамп, а сейчас вот тут прям отдельно на трибуне, собственно, он выходит и приносит соболезнования. Ситуация трагическая, уже пару дней обсуждается, потому что в общественном транспорте, где везде напичканы камеры, украинка, молодая женщина, да, вот попала под темненького представителя тоже Соединенных Штатов Америки под нож, да, так получилось. Вот у него что перемкнуло. Да. Примечательно, ни слова, ни полслова. Никто из украинской власти или там каких-то, там высший эшелон, какие-то послы, да, у нас же новый посол в Украине, которого поменяли. У нас же такие отношения, упования и чаяния на Америку. Никто об этом даже вот не заявил и не выдвинул как тему, не то что тему обсуждения, просто по-человечески соболезнования не принес. А Трамп принес лично. Интересная ситуация с точки зрения политической логики и, конечно, вот с точки зрения человеческой. Я почему с этого начинаю? Ведь тут же, наверное, на таких историях и строятся отношения между не государствами, народами. Почему Трамп, ему показали это, и он эту тему оседлал, как вам кажется? Как раз потому, что эта история очень соответствует той кампании, которую Трамп разворачивает внутри Соединенных Штатов. Я не знаю, следите ли вы за этими событиями, но в последнее время у него главная, скажем так, политическая программа, как я понимаю, на основе которой он хочет мобилизовать свой ядерный электорат и отвлечь его внимание от, скажем так, отсутствие больших успехов на других фронтах – это борьба с преступностью в больших городах. Это проблема реальная. Она
объективные. Мое мнение то, что те методы, которыми Трамп собирается решать проблему, мягко говоря, не соответствуют масштабу, глубине причинности этого феномена, но ситуация объективно находится тяжелой. То есть состояние больших американских городов с точки зрения безопасности в отдельных кварталах, давайте так уточним, потому что город понятие относительное, здесь нужно понимать структуру американского города. Американский город, как правило, состоит из даунтауна, то есть это такие ну как вам правильно объяснить? Очень сложно объяснить советскому человеку, но, скажем так, кварталы относительно плотной застройки, окружены пригородами, в которых живут застройка менее плотная. И безопасность, как правило, распределяется по кварталам. То есть у вас вполне может быть город, там, metropolitan area это называется, да, то есть пригороды, да. И вот в этой metropolitan area она в целом может быть очень весьма безопасной для жизни, приятной, но в ней могут находиться там ряд центральных кварталов. Как правило, они связаны именно с центром города, который действительно является зоной опасной. Плюс это влияет на тот самый общественный транспорт. То есть все города, в которых есть развитый общественный транспорт, объективно сталкиваются с проблемой, что этот общественный транспорт является местом повышенной опасности, в буквальном смысле этого слова. Ну, я иногда ездил на общественном транспорте в Америке по работе, приходилось, и, ну да, часто у тебя действительно возникает ощущение, не пырнули, и слава богу. Примерно так по итогам поездки в этом, скажем так, виде. То есть это проблема реальная. Почему это интересно Трампу? По двум причинам. Первое, абсолютно лично эмоциональное, как мне представляется. Обидно перед другими друзьями, которые там парады встречаются, проводят, а у меня по городу бомжи бегают. Ножами, Ну, да. это... И даже без ножей. Его они то есть он уже за это лето раз 20 повторил, как его раздражает этот Union Station, да, то есть это вот станция в Нью-Йорке, в Нью-Йорке, в Вашингтоне главная, где действительно перед ним был такой палаточный бомжелагерь. И вот, собственно, он вводит эти так называемые войска в города, чтобы решить проблему единственным способом, который ему представляется доступным, а именно просто вычистить всех. Да? И на этом фоне, то есть к чему я все это рассказываю? Плюс второй этап – это то, что все большие города в Америке являются антитрамповскими. Нет ни одного большого города, в котором у Трампа было бы преимущество. Но это классическое разделение американское. Оно идет не сколько даже по штатам, хотя по штатам тоже, но больше всего оно идет по города и субурбия. Да? Вот города все демократические. И в этом плане любая вот попытка ввести войска в города – это хороший способ надавить на внутренних оппонентов, поднять, скажем так, поднять поддержку среди своего ядерного электората. И вот в контексте всего этого вы понимаете, как вот эта история про очередное нападение с ножом на белую женщину в общественном транспорте. Украинка здесь, то, что она украинка, прошу, роли не играла никакой в этой истории. Оно так действительно, к сожалению, трагичная случайность получилась. Тот, кто на нее нападал, вряд ли вообще знает о существовании Украины, мне кажется. Но, тем не менее, так оно произошло. И для Трампа это очередной хороший пиар-повод вот продолжить ту свою внутреннюю кампанию и внутреннюю историю, которая у него есть. Я начинаю с этого по одной простой причине. Я попрошу вас сравнить Трампа и его, скажем так, успехи внутренние и внешние. По поводу внешних высказываются все. А является ли внутреннее отражением внешнего или наоборот? Потому что, вот смотрите, проигрыш Индии отмечают все аналитики, которые обсуждают прошедшую неделю и вот даже сегодняшний закрытый саммит, онлайн-саммит БРИКС. То есть неделя прошла после ШОС, Бразилия, ее там не было, она созвала в рамках БРИКС, выступили. То, что известно, опять-таки, 1,5 часа лидеры там имели слово, то, что известно. И, в общем, Иран просил, давайте как-то кооперироваться, чтобы обходить западные санкции. То есть тема западные санкции, санкции Запада. Ключевая, интересная и важная геополитическая тема. То есть мы видим, что ШОС, БРИКС, вот это, скажем так, отпочкование или, давайте так, кто говорит это полюс, кто говорит это там сообщество полюсов, неважно. То есть антизападные или в защиту от Запада меры принимаются странами. Никто никуда не девается. И вот тут возникает главный момент. Он же взял и отпустил Индию. Говорит, ой, какая жалость. Все, теперь Индия и Россия отправились в Китай. Взял и сам как бы расписался в этом. Другие, я вам серьезно говорю, аналитики вот эти замысловатые, у них просто вскипел мозг. Ага, это он дает пас как бы своим оппонентам. Да нет, это он прикрывает свою неудачу. Да нет, это он...
Зачем так заявлять? Это же просто синк-тэнки просто бурлят. Так вот, я поэтому и прошу сравнить его. То есть у него так же не получается внутри, как и снаружи, или у него внутри получается, а снаружи он, ну там, ломает дрова. Понятно. Ну, давайте по внутренней политике успехи смешанные. То есть, скажем так, лучше, чем на внешнем контуре, но сильно менее, но сильно не соответствует всем ожиданиям и всем обещаниям. Главный уровень успеха, главное, точнее, фронт успеха, действительно, надо признать, это вот его иммиграционная, скажем так, политика. Ему удалось прекратить массовый приток нелегальной иммиграции, ему удалось создать вот эту самую ICE, то есть, которая, по сути говоря, новая структура, которая должна будет осуществлять массовые депортации. И вот на этом фоне определенные успехи есть. То есть, ему действительно вот тот большой иммиграционную тему, которая была одной из ключевых аспектов его повестки, он ее отрабатывает по полной, и, в принципе, им нужно признать, определенные успехи в этом есть. Они не тотальные, они ограниченные, но они, по крайней мере, присутствуют. Где радикальных успехов достичь не удается, это вот эта его пресловутая экономика, Big Beautiful Bill. Тут все очень скромно, и никакого выдающегося достижения нет. И, в принципе, это все. На самом деле. Больше Трамп особо ничем на внутреннем политике не занимался, но вначале он довольно резво начал, если вы помните, мы обсуждали весной и летом вот эту попытку всей государственной реформы, но она как-то заглохла. То есть после ухода с Маском ничего нового радикально дополнительно не получилось. Продолжаются дрязги с Конгрессом, то есть обычная американская расторговля. И вот поэтому, кстати, возвращаясь к чему мы начали, все вот эти истории про преступность в городах, необходимость зачистки городов, они, по сути, единственное то поле, на котором у него есть хоть какие-то объективные успехи политические во внутренней игре. Поэтому он, собственно, за любую такую историю он цепляется, да? То есть повод показать силу. На внешнем контуре, да, мы сейчас, думаю, к этой теме будем переходить. Все достаточно печально, но здесь нужно понимать, еще раз напомню, американцев. Американцы в целом, вот именно как население, как электорат, их очень мало волнует внешняя политика. Я понимаю, это еще раз очень сложно поверить, потому что американское государство и американские действия там в каждом конфликте, скажем так, участвуют, но американское население это, правда, волнует очень мало. Поэтому, в принципе, внешнеполитические успехи или не сильно, как вам объяснить, не сильно коррелируют во внутриполитические там, успехи или неудачи. То есть, если не будет видимого внешней там, какой-нибудь гигантской катастрофы прямо накануне выборов, что-то типа Афганистана Байдена, то, в принципе, на электорат это практически никакой роли не сыграет. Причем, заметьте, даже вот тот Афганистан 2021 года тоже не сильно, не он решил исходы выборов, мягко скажем. Поэтому вот такие, тут американская так политическая жизнь устроена. Как вы думаете, вот это преобразование мира, о котором высказались все, является ли противостоянием и победой, ну или как пока что по очкам, да, или стартом, разгоном, прыжком одной цивилизации в гонке за другой? Потому что многие же говорят, вот даже БРИКС, который был сегодня, да, БРИКС, его придумали на Западе. И мы с вами, по-моему, общались на этот счет. То есть, это как бы тот же самый глобализм, только, что ли, как бы рафинирование, более как бы академический глобализм преследуют эти страны. Даже Си Цзиньпин, который во время ШОС выступления говорит о глобальном мировом управлении, он же говорит об академическом глобализме. Или я не прав? Так а в чем тогда битва цивилизаций? И почему сейчас говорят, что восточная цивилизация, переиграла, вот сейчас на этом этапе переигрывает западную? Тут надо разбирать по палочкам, потому что каждый говорит о своем, да, что реально происходит. Вы абсолютно правильно подметили, что пока на данный момент речь идет в зоне намерений о попытке перезагрузить глобализм на новом, не то чтобы сильно новом, но относительно новом принципе. Этот новый принцип заключается в мечте о суверенном равенстве великих держав. Это вот, если вот упрощать. Самое близкое, к чему это относится, вот если брать исторический аналог, это если вот в Европе после наполеоновских войн была система, называется Венский конгресс, созданная во многом благодаря Александру Первому.
Смысл был в том, что все уважаемые легитимные монархии будут совместным образом подавлять любые нелегитимные восстания. Другими словами, базовая претензия глобального юга, вот называется Восток, я не очень понимаю, почему тут Восток, но в целом вот это глобального не Запада к Западу заключается не в глобализме как таковом. Она заключается в том, что глобализм должен быть как с уважением. То есть у всех равных игроков за этим столом, ну не равных, но уважаемых игроков за этим столом, к ним должно быть равное уважение. В то время как западная модель глобализма предполагает очень четкую иерархию. Мы устанавливаем правила, порядок, основанный на правилах, вы берете под козырек и исполняете. Ни о каком равном статусе с нами, у вас белых варваров, у вас желтых и прочих там варваров, не людей, быть не может по определению. Вот это и есть тот принципиальный конфликт. То есть конфликт заключается пока не сколько глобализм против неглобализма, сколько разные модели глобализма. Одна модель глобализма является жесткой иерархической, то есть это вот модель евроатлантистов Трампа, по-своему тоже пытается в эту определенную... Ладно, про Трампа дальше. Скажем так, неоконы в его окружении точно пытаются это делать. А вторая, это вот модель условно китайская, шосовская, это когда каждая, скажем так, суверенная государство-цивилизация, тут интересно, тут китайцам, насколько я понимаю, вот по этим заявлениям, в принципе, есть сближение по этим вопросам, то есть суверенитет является скорее привилегией, некоторые, да, и вот, но если он у тебя есть, и если ты показываешь, что ты вырос, как бы, до суверенитета, то тогда мы к тебе относимся относительно уважительно, и мы пытаемся до последнего вот уважительно, взаимовыгодно договориться, по крайней мере, это то предложение, которое они выдвигают на мировой рынок. Если интересно мое мнение то, что этот проект тоже обречен, потому что разные этики между собой договориться не могут, но на данный момент, до тех пор, пока Запад цепляется за свою старую гегемонию, это, в принципе, ситуативно выгодная система отношений, чтобы поддержать друг друга в момент перехода вот этой из одной этапа системы в другую систему. Там через 10 лет вполне возможно, что мы увидим новые конфликты уже внутри БРИКС, когда, скажем так, старая система будет, ну, скажем так, когда период западной гегемонии окончательно завершится. На данный момент, по сути, мы имеем в виду соревнование двух картелей. Я бы сказал, наверное, самое близкое описание. То есть есть вот западный картель, который настаивает то, что относительно них, то есть мы как это подлецы, а все остальные дураки, и картель БРИКС, который скорее настаивает на том, то, что мы молодцы, Запад подлец, и мы не будем создавать то есть очень важно, вот они не создают антизападные системы. И это правда. Я понимаю то, что кому-то, может быть, и хотелось бы там среди китайских патриотов и среди российских патриотов, чтобы это была антизападная система. Но логика начальства и БРИКС, и ШОС другая. Они создают не западную систему. Вот между анти и не на самом деле очень... Вот здесь вот у нас про Украину такого не получается. У нас не Россия автоматически не имеет другого пути, как быть анти-Россией. А вот здесь получается интересно. Они не Запад, но вы правы. То, что нужно признавать, будучи не западной системой, разумеется, Западу это представляет вызов и угрозу. Да? Это объективно. Она действительно становится как бы угрозой для Запада. Проблема в том, что с точки зрения ШОС и БРИКС, ну, тот же США, то есть они могут вполне сказать, ну, условно, Дональд Фредович, хватит дурью мариться, вступай нормально на общих основаниях в БРИКС, и вот здесь это загадка, вступай на общих с нами основаниях. И вот это то, что, условно, западный американский это принять не может, а эти, ну, с их точки зрения, ну, не можете, так не можете. И вот это вот уже отражение более глубокого процесса, то, что с точки зрения Юга, Востока и теперь России, то, чего не понимают большинство аналитиков на Западе, никто в Украине. И дело не в том, что Запад враждебен. Это как бы половина истории, не самое важное. Запад становится вот то, что на английском называется irrelevant, неважным. То есть, ну, бесится и бесится. Ну, страдают ерундой, пусть страдают ерундой. Запад перестал быть важным. Он перестал быть ценным. Вот что показал саммит в ШОС. Вот это он показал. То, что с точки зрения Востока можно и без Запада. Если не хотят, ну, значит, можно и без них. Вот это очень важное, конечно. Трамп не поехал на парад
Слушайте, ну я же помню, все как обсуждали, что это был бы ход, это было бы мощно, он бы там покрасовался, тем более мероприятие Статус, нет, красивое. статус теряется. Потому что, заметьте, он же выкатил твит, обиженный, очень важный, что, дескать, это мы там всех опять победили, мы победили во всех мировых войнах, и вообще вы такие неблагодарные по отношению к нам. А парад был, ну, то есть, вот с точки зрения своей внутренней вот этой такой аудитории, достаточно антикитайской, и самого себя, приезд на парад в таком статусе было бы признание им своего равного статуса с ними. А я повторюсь, пока что еще и Америка, и Запад цепляются за то, что у них особый статус относительно этих людей. Тут просто Понимаете, какая вот Александр? штука? Просто вот какая штука, Павел? Ну вот с одной стороны, то есть понятно, да, требуют уважения, то есть там равенства и так далее. Но если сравнить, например, с тем, как ведет себя Европа, да, они же все на задних лапах перед Трампом. Они же все его только Конечно. величие признают. Но делают-то по-своему. Вот сейчас закусились, это же конкретно сцепились они, да, то есть Бессент, там еще начальник экономического совета, Хессент. В общем, они все говорят, ребята, ну, то есть вы требуете, европейцы, требуете ввести санкции против России, как бы помочь Украине, это один из пунктов, да, что Мгм. надо ударить по Мгм. России. Мы, говорит, вообще не вопрос. Санкции вот разрабатываются, вот они есть. Ну так давайте вместе. Давайте и вы тоже ударите по России. Хватит покупать эту, как это, вонючая нефть, вонючий газ, вот это все Мгм. и следы его переработки. А потом начинаются какие-то проблемы. А Европейский Союз пакеты выкатывает, пакеты. А по факту американцы требуют, в общем-то, платить. Платить. И вроде как на задних лапках Европа перед Трампом, а делают-то все равно по-своему. Ну да, то есть нормальная, нормальная политическая история. Конечно, я, честно говоря, вопрос не до конца понял, Нет, ну потому смотрите, что, да, делают. Восток предлагает нам равенство на общих основаниях, вот так и все. Европа как бы не хочет быть, ну там, как равенство. Мы не равные, да, вот у меня старший брат Америка, да, но все равно они делают все по-своему. И по большому счету договоренности Не, Аляски, ну они же сорваны. я понял. Понял. Нет, смотрите, это разные вещи. То, что вот танец Европы с Трампом, это, разумеется, однозначно ни о каком равенстве идет речь, это исключительно тактическая история. Ну, просто после скандалов зимы этого года, я имею в виду Мюнхенскую речь Венса и события в овальном офисе при приезде Зеленского, была изменена стратегия, и все поняли, что с Трампом нужно общаться как с ребенком. Всегда ему говорить «да», потому что дальше он не слушает после «да» и делать свое дело. Вот примерно так. Это вопрос тактический, а стратегический, конечно, нет. И Европа будет преследовать... Ну, то, что Европа, разные европейские страны, разные европейские элитные группы, они преследуют ту самую логику, в которую они вступили там конкретно в этой истории там лет 10 назад, основательно 3 года назад, а цивилизационно это вообще гораздо более длинная история. Я же, когда мы говорим о другой истории, про равенство, там, ШОС и прочее, это вообще о другом речь. То есть, опять, вы не то, что вы, мы скачем по очень разным уровням фрактала, да, всегда нужно смотреть относительно чего. Вот ШОС говорит, условно, европейцам, мы равенство относительно нас. То есть, с точки зрения Европы, их разборки с США – это все-таки внутренние разборки с таким туповатым, но очень сильным кузеном. А тут уж, простите, вообще какие-то варвары и обезьяны что-то хотят. Вот поймите, есть большое равенство там между семейными разборками и признание права на равный статус со стороны нелюдей. Вот этот весь ШОС – это сборище нелюдей с нормальной белой европейской точки зрения. Поэтому о каком равенстве может идти речь? С ними нет. Об Украине. Вчера был удар по центру принятия решений. Значит, ситуация необыкновенная. Горит здание кабинетов министров. Вот просто горит. Ну, то есть все видят, как его гасят с вертолета, все видят, как прибегает мэр, снимает себя на камеру. Вообще такая новая мода, вот это, знаете, снимать себя на камеру, говорит, вот, разрушено там вот это, вот это. Значит, примчалась новый премьер-министр Украины, ну, по ее же зданию ударили. У нее там ниже этажом кабинет. Свириденко, вот как была там, не накрашенная, вот это все, на руинах, говорит. И основной месседж говорит, смотрите,
Россия не хочет остановки войны. Ну, как бы, нет, картинка впечатляющая. Да, сразу все вспомнили и провели параллели с весной этого года, когда Зеленский приглашал корреспондента The Time, и у него там сзади Кремль горел, то есть вот это марки все вспоминали, когда там Крымский мост. Теорема Тарана, да. Ну, то есть это все знаю. сразу, все всплыло, да, в сознании и подсознании. Однако сегодня вообще какая-то удивительная, называется история удивительная рядом. Значит, погасили, вчера все погасили, и рассказали версию официальную. Показали какие-то обломки, внимание, Искандера, который влетел, не разорвался, а что пожар, ну просто ракетное топливо вылилось. Но вся западная пресса и все задаются одним простым вопросом. Получается, что самое защищенное место вообще в стране Украины, а может и на планете, да, это вот правительственный квартал, пробили. О, ужас! Павел, где нами манипулируют? В чем с нами играют, и вот это событие, оно может быть вот тем нужным ключиком для того, чтобы пуститься в жестокий размен неконтролируемой, неуправляемой эскалации? По-моему, это вообще не связанное событие. Неконтролируемая эскалация, процесс неизбежный и никак не связан с вот этим, скажем так, пожаром в украинском кабинете министров. Про сам пожар конкретно, прямо, Александр, скажу, я не военный эксперт. Как внешний наблюдатель, я не верю в эти... Эта официальная версия мне правдоподобной не кажется, ну, потому что мы видели другие картинки последствий от прилетов Искандеров, и там бы не пожар было бы, а снесенное здание. Я не знаю, было ли это украинское ПВО, которое там неудачно разорвалось, или это рэп сбил герань не туда, или это куда-то герань прилетела, или еще что-то. Вот не знаю. Я брать не буду. Я прям не знаю, что это было. Мы знаем, что вот в ходе налета случился пожар. Да, случился. Это факт. Влияет ли это на какую-то большую историю? На мой взгляд, никак не влияет. Ну да, вот красивые картинки, очень расстроенные твиттеры и прочее, ну, скажем так, Келлога, и вот такое событие. Как-то это влияет на большую историю? Нет. Поймите, у нас есть объективные, структурные, непримиримые противоречия, о которых, собственно, наверное, стоит смысл их еще раз повторить, потому что на прошлой неделе я слышал самые разные мрии, в том числе от ваших гостей относительно позиции России, чего она хочет, чего она не хочет. Наверное, стоит просто это повторить, и объяснив эту позицию, нам станет ясно, что у нас, собственно, будет происходить дальше. Так, если говорить о позиции России, то она в очередной раз уже после Аляски, после ШОС, прям во время ШОС, по сути говоря, вопреки всех вот этих инсайдеров и свидетелей договорничка. Я, кстати, напомню, мы все перевернули календарь 3 сентября, и как-то 50 дней Трампа в очередной раз прошли, да. Ну, кто их уже считает? Было 100, было 180, теперь еще 50. Ну, как, ну, в общем, Да теперь уже мы ждем. Он опять скоро поговорит с Путиным и дал ему еще 2 недели. Да. Но это он, как, знаете, тарифы против Китая, еще 90 дней, еще 90 дней, и мы еще 90 дней подождем. Ну, это вот все уже поняли, да, то есть уже, по сути говоря, это вызывает реакцию такого, знаете, смеха. Ладно, если говорить серьезно, позиция России не изменилась. Ультиматум 24 года, то есть позиция России очень четкая, причем повторил и Лавров, и Путин. Юридическое признание 4 областей и Крыма в составе России, это очень важное и жесткое требование. Демилитаризация, денацификация. Ну, демилитаризация, это понятно, ее формы могут отличаться, но суть мы можем понять. Это ограничение украинских вооруженных сил и полный жесточайший нейтралитет, ни о каких военных контингентах, ни о какой военной промышленности, ни о каких военных заводах речь не идет. Ну, а денацификация, это, наверное, такое самое гибкое понятие, но вкратце мы можем сказать, это вот то, что на английском языке называется regime change. Ну, то есть то, что в России будет голос, какие будут элиты в Киеве, и того антироссийского консенсуса, который был, начиная с 2014 года, больше не будет. Повторюсь, это позиция России. Она намерена достичь эту позицию либо военными методами, либо дипломатическими методами. Собственно, все. Важная оговорка. Вот много обсуждали позицию Путина по ЕС, да, то есть якобы Путин разрешил Украине вступать в ЕС. Но никто не обратил внимания на то, как это формулируется. Это вот проблема потерянного навыка перевода с дипломатического на аналитический. Путину задавался вопрос. Мы не против, чтобы Украина вступала. Мы были не против, чтобы Украина вступала в ЕС. Там было слово «были». Это тоже очень важно. Это он ретроспективно рассказывает позицию. Потом было интервью.
Зарубину, в котором тот ему задает прямой вопрос. Но вот мы, конечно, были не против, что бы Украина вступала в ЕС, но это же но ЕС вот в последнее время становится военным антироссийским блоком. Путин отвечает. Мы, конечно, всегда настаиваем на том, что у всех стран есть равное право самостоятельно решать свои экономические потребности и вступать в какие угодно экономические блоки. Ну вот фигура умолчания. То есть четко строится логическая связь. Если ЕС перестает быть экономическим блоком, то никакого ЕС Украине не светит. А тут вопрос к ЕС. Будет ли ЕС экономическим блоком или ЕС милитаризируется? Если мы смотрим на Францию, Германию и прочее, то это как раз сигнал о том, что ЕС перестает быть экономическим блоком, и чем быстрее ЕС перестает быть экономическим блоком, тем жестче будет позиция России относительно членства Украины потенциальным ЕС. Плюс, обратите внимание, во время ШОС была красивая история с Азербайджаном и Арменией. Россия им формально не отказала, им отказали Индия и Пакистан. Ну вот недавно Венгрия сказала, что будет блокировать вступление Украины в ЕС. И так далее и тому подобное. То есть сейчас мы видим на самом деле транзицию. ЕС, на мой взгляд, по последним заявлениям Путина, несмотря на то, что на словах якобы он не против, не то, что якобы он не против, то есть он как бы был не против, то есть правильно, мы были не против, а вот теперь наше мнение на самом деле меняется. И чем дольше это длится, тем больше оно изменится. Вот примерно такая позиция. В остальном эта позиция такая, как я описал. А теперь смотрите на то, что происходит с другой стороны переговорщиков. Ничего близкого к позиции России нету. Ни со стороны Европы, ни тем более со стороны Украины, ни даже со стороны США. Максимальное предложение от США, и теперь по прошествии месяца с Аляски более-менее понятно. Помните, вот это спекулировалось очень много Донбасс в обмен на перемирие. Обмен землями, И да. все говорили, вот это... Ну, это вот обмен землями, это вся вот эта история опять, это потом уже придумали, судя по всему, пиарщики. В реальности ни о каком обмене речи не шло. Как я понимаю, теперь уже месяц прошел, и аналитика стала более-менее вырисовываться. Предложение это было американское россиянам, на что россияне сказали, подумайте, давайте вот, опять, вспоминаем американскую логику, что сейчас нужно Трампу. Трампу нужно, чтобы оно хоть как-то закончилось, хотя бы на полгода, чтобы он получил Нобелевскую премию мира, и потом это была не его проблема. И его, в принципе, устроит сценарий, если, как я думаю, что они предложили, давайте Украина выведет войска из Донецкой области, вы сделаете паузу, там, на полгода, там, ну, будем торговаться, и дальше это будет не моя проблема. На что Россия сказала, можем подумать. Вот в таком сценарии можем подумать. Вот примерно это там и было, скорее всего. Но даже на это предложение, разумеется, Украина не пойдет. На что она прямо повторила, то, что ничего добровольно Украина отдавать не будет. То есть предмета сделки нет. Короткий ответ. Сегодня у нас нет предмета сделки, который мог бы остановить этот конфликт. Поэтому, как вы сказали ранее, только эскалация. Один нюанс. Я понимаю, что прошлая неделя, ну, все это обсуждали, да, но я не могу в продолжении вот это, ну, как бы логики. То есть вы объяснили логику, откуда взялось ЕС. Ну, смотрите, как бы тут же тоже это игра в 4 руки. Давайте. То есть Трампу надо затянуть крепко пояса на животах ЕС, Евросоюза. Смотрите, все вообще идет вообще по плану. То есть Урсула говорит, дикобраз стальной. Вот задача у Трампа и Путина, и интересы как бы сходятся. Взять этого ежика с железными иголками и развернуть в сторону ЕС, превратив в ёршик, и запихнуть его туда. Смотрите, то есть я почему-то, особенно в свете там Каи Каллас, которая рассуждает о том, что, ребята, а мы теперь давайте не так, как раньше, ЕС, да, то есть консенсусом все страны, а мы вот нет, а мы вот выберем несколько стран, и они будут решать, типа, ну вот ну, какие-то такие важные моменты, как вот принять нового члена и так далее. То есть это ведь все к этому идет, это логика прорисовывается. Трампу надо обезжирить Европу, да и Путин, собственно, не против, и это их интерес. Взять, впихнуть, ну там, разбитую Украину под европейский патронаж, ну, я имею в виду инфраструктурный, вот это все восстановление, и пускай занимаются, и просядет полностью ЕС.
Почему я делаю такой Нет. вывод? Со слов сегодняшнего, сегодня, Орбана. вчера, Орбана, который говорит, будет 3 Украины, одна русская, вторая демилитаризованная, 40, 200, кто знает сколько километров. Ну, а дальше западная. Границ мы не знаем, поэтому как бы не можем рассуждать о том, насколько этот ёршик, превратившийся, дикобраз в ёршик, войдет иголками в ЕС. Ну, смотрите, я понимаю, что у вас есть разные аналитики с разным мнением. Я, повторюсь, высказываю свою позицию. Никакая большая Украина в ЕС не окажется. Максимум на то, что может согласиться Россия, это вот эти западные области туда входят. Вот специальный загон для всей вот этой истории, пусть, что называется, поляки развлекаются. Когда говорится о том, что все-таки Украина в ЕС, предполагается Украина в порядка 80% территории. Вот это Россию не устроит полностью. Почему? Потому что, опять-таки, ЕС становится военным блоком. Простите, нет никакой разницы, если там, условно, находятся, как вам правильно сказать, войска и французы под флагом НАТО или французы под флагом ЕС под Харьковом. Это Россию вообще не волнует. Да? То есть это вот принципиальная проблема. Если же Украина становится полностью демилитаризированной, полностью нейтральной, с юридическими оформленными потерями уже, наверное, 6 областей за такую сделку, то тогда она ЕС неинтересна. Это что же надо понимать, как вы абсолютно правильно сказали. То есть Украина, которая реально демилитаризирована и потеряла все свои ценные активы, будет неинтересна ЕС. Поэтому я думаю, это пока такая интересная дипломатическая игра, дипломатическая морковка. Слова Орбана нужно, на мой взгляд, толковать как хорошее понимание внутренних разговоров, опять-таки, внутри ЕС, опять-таки не особо спрашивая, что, собственно, опять с полным игнорированием позиции России. Да? То есть вот эта фраза «демилитаризированная зона», но она опять нейтральная демилитаризированная зона как независим. Опять все идет про детали. Если под демилитаризированной зоной мы понимаем ввод западных войск, то, понятное дело, нет, еще раз. На это четко сказали, никаких западных войск на территории Украины не будет. Ну, в невоенном контексте, да, то есть, опять-таки, в этом случае они становятся военными целями, и тут возникает вопрос, готовы ли там французы и германцы снова терять своих солдат в Украине. Тем не менее, стратегически, если уж вы говорите прямо, то да, наверное, такой сценарий начинает просматриваться, но давайте прямо реализация этого сценария, это уже, в принципе, мы не говорим ни о какой Украине. Да, то есть, если сценарий, то, что условно 6 областей уходит в Россию, и остается центральная нейтральная гетьманщина какая-нибудь, и еще 3-4 области входят в ЕС зунром, то это уже, простите, какая Украина. То есть это уже будет совсем другой сценарий, мы тогда его и будем обсуждать. Да. В контексте вот ЕС, да, вот вы объяснили. А можете объяснить, зачем вот эта вся история с приглашением Зеленского в Москву, а Зеленский говорит, да нет, ты приезжай. Смотрите, ведь на самом деле тут все же... Школа дипломатии. Нет, тут же все очень как бы логично должно быть. Во-первых, Зеленскому сразу все вспомнили, хоть с чертом лысым, главное договориться, ну, до того, как он стал президентом. Мгм. Во-вторых, тут же возникает другой момент. Зеленский-то хотел с Путиным встретиться. Несколько месяцев кряду просто бомбардировка шла заявлениями. Путин боится, Путин не хочет, Путин, ему нечего предложить. Вот мы сейчас встретимся. Даже на полном серьезе распространялись ломы, всякие там моменты, что а вот на этой встрече молодой подкачанный Зеленский как втащит Путину. Эх, будет шоу. Так вот тебе повод продемонстрировать необыкновенное шоу. Подписчики, которые со мной давно знают, я привожу иногда этот пример. Причем до этой всей перепалки «приезжай, нет, не приезжай ты». Значит, это Саша Белый. Ну, то есть, я пришел один на твою поляну, вот это все, давай там поговорим. То есть, это под софитами, это смотрится, это реноме. Можно сделать... Ну, в Киеве и вот на территории подконтрольной Киеву можно сделать так, что мышь не пикнет против этого решения, что там Зеленский туда поедет. Ну, не едет. Получается, ему не разрешают сделать такое шоу. Получается, или какая-то другая причина. Что вы скажете по этому поводу по прошествию этого времени? Ну, самая простая причина, то, что, опять, переводим с дипломатического языка на практический. Заметьте, настоящая дипломатия, ну, с исключением Великой Криворожской Винницкой школы, она редко говорит «нет». Да? То есть, они все говорят «да, но». Вот, по сути говоря, Путину, конечно, встреча с Зеленским абсолютно неинтересна. Мы все знаем, что единственный формат встречи, который ему интересен, о чем он правильно сказал, подписать капитуляцию. Причем Зеленский там выступает не как президент Украины, а как глава администрации. Очень интересный термин. Ну, примерно Кейтель в таких же
по сути говоря, вещах подписывал капитуляцию. Он же не был никем, он был исполняющий обязанности. Вот примерно Зеленский в таком статусе это и подписывает. Опять, это все дипломатическая игра, тут нужно понимать главную цель России. Тянуть время в американской партии. То есть, не говорить «нет», тянуть время, улыбаться, дарить картины, писать приятные твиттеры, тоже давить на эго Трампа, как у всех, и продолжать спокойно выполнять свою работу, которую они и выполняют. Поэтому все ищут дипломатическим языком формулировки, которые делают заранее невыполнимые условия для страны. Это в обе стороны работает. Ну, вот условно, я не говорю, что я не буду встречаться с Зеленским, я говорю, да, пожалуйста, в Москве хоть завтра. Я не сказал вам нет, но все понимают, что этого не будет. Ну, люди, которые хоть немного знакомы с ситуацией, понимают, что этого не будет. Собственно, кроме, наверное, Трампа, который с ситуацией не знаком, которому искренне непонятно, да что такого, поехали, передай в Москву. Ну, всем понятно, что Зеленский в Москву не поедет, потому что, ну, условно говоря, остаться... То есть, он не является дипломатом высочайшего класса, да, чтобы вывести такую встречу в Москве под давлением, в том числе и Трамп. Банально его сами же европейские кураторы не пустят. Правильно? Ну, это тоже нужно понимать. В обратную, ну, вот поэтому Зеленского пас передали ему. Почему не едешь? Он сказал, вот теперь пусть Путин в Киев приезжает. Ну, вот в итоге все вроде бы хотят встретиться, но встречи нет. И это вот нормальная дипломатическая история. Точно такая же история, например, идет в другой области. Вот пресловутые европейцы за мир. Да-да-да, Трамп, мы за твой план, мы все полностью поддерживаем. И вот поэтому исключительно в рамках поддержки твоих планов давайте введем там 50 тысяч войск. Это условие делает невозможным никакое мирное соглашение, но вроде бы все же за. И вот так эта история продолжается. Вот просто нужно научиться, ну, вообще я советую людям перестать смотреть новости как таковые и заняться более важными делами. Но уж если вы их смотрите, придется учиться переводить с дипломатического на аналитический. И это выглядит все примерно вот как я вам описал. А насчет того, почему Зеленский не может устроить шоу в Москве, ну так потому что не может. Сложно. Там, глядишь, не шоу получится, а его раздавят. Все-таки дипломатическая игра совсем. Как-то. Ну, тот же Путин на переговорах с Трампом вместе в одном кабинете в Кремле. Он, может, под страхом что-то и подпишет. То, что он не хочет подписывать. Такое, знаете, сложно прогнозировать. Как тут вот, совсем неохота. Нет, ну, подписаться под бумагу. Европейцы же как там раскладывают эту историю. Сначала должен встретиться Путин и Зеленский. Потом Путин, Зеленский и Трамп. А потом Путин, Зеленский и Трамп. И еще кто-то. Ну, четвертый, видимо... Ну, это, вот, это уже европейская история, но опять про это Путин вообще ничего не говорил. Да, то есть опять, понимаете, это же тут вот есть такой подкаст, всем англоязычный, кто читает, рекомендует, Дуран называется. Вот у них я услышу эту, конечно, великолепную фразу описания, понимаете, западная дипломатия, европейцы в особенности, ну и американцы тоже по полной программе, они все время занимаются одним и тем же странным делом. Они разговаривают между собой. Они все вот эти разные сценарии пытаются продать исключительно самим себе. Вообще не интересуюсь, интересно ли это контрагенту. Вот никто не спросил, в принципе, интересно ли Москве разговаривать с европейцами. Очевидно, что нет. На эти темы с ними разговаривать неинтересно, но они с упорством пытаются торговаться между собой, на что мы согласны. Помните, я упомянул уже слово irrelevant. Вот неважно. На самом деле уже никого не волнует, на что согласны европейцы. Вот это вообще никого не волнует. С позитивной точки зрения. Поэтому единственный суверенитет, который остался у Европы и остался у Украины, это суверенитет негативный, которым они и пользуются. То есть вот то, что в нашем общественно-политическом языке называется «до последнего украинца». Последнее, что можно сделать, это воевать до последнего украинца, что мы и будем видеть. Ну, Зеленский красиво вчера выдал. Тут не для средних умов. Говорит, значит, пока Путин не оккупировал всю Украину, мы побеждаем. Да. Классно? Нет, ну, классно, нет. Ну, это и понятно. То, что мы с вами это говорили, что с точки зрения украинского руководства и европейского руководства, которое движимо этикой «я не лох», разумеется, гораздо лучше пусть Путин с боями пройдет всю Украину, и мы потом будем писать мемуары в Канаде, как мы не сдались, чем мы сейчас признаем, что мы признаем свое поражение, не исчерпав все возможности, или с религиозного языка, переводя уже на религиозный язык, не принеся в жертву нашему эго все то, до чего дотянутся наши руки. Поэтому это как раз полное, скажем так, соответствие этой логике. Тем более, пока Россия... Тем более, очень важный момент. Еще раз повторю, вот это уже небольшой военный момент, но военно-медийный момент здесь вот большая роль медиа-среды, такие как вы в том числе. Понимаете, у нас
Медиа все войны почему-то воспринимает исключительно в рамках западной парадигмы блицкрига. Неважно, воздушного, военного. И, по сути, сложилась такая мифологема. Если не блицкриг, не считается. Вот если нет войны типа блицкрига, то это и не война, и не победа, и вообще ничего это не считается. Ну, условно говоря. Как, знаете, нет, мост стоит, не считается. Нет прилета воронки в 500, там, я не знаю, метров, не считается. И так далее, и тому подобное. В итоге это оказывается полная слепота к той стратегии войны, которую использует российская армия, причем традиционно использует. Это война на истощение. Да, она медленная, она идет, она не медийная, она не вызывает, она дает вам ощущение ложной безопасности. Но война камень точит, и потом, когда этот момент наступит, все будет очень внезапно, если эта стратегия реализуется. Если она реализуется. Но пока она не реализовалась, и Зеленскому, и опять, не только Зеленскому, опять вот мне нравится, мы все беседуем, только все сконцентрируемся на этом человеке. Всему украинскому политическому руководству, от оппозиции до Зеленского, очень важно, от оппозиции, неважно, она в Лондоне, в Украине, еще где-то сидит, в принципе, нормально. Ну, в принципе, какая разница, если еще мы год будем воевать за этот Донбасс? Так это лет на 10. До последнего украинца. Хорошо, лет на 10. Ну, пусть, знаю, хорошо. Ну, лет на 10 дальше что, да. Ну, так это же... Я не знаю, может... не, Россия сказала, можем 21 год воевать. Дальше что? Ну, тут как бы я тут заглянул в комментарии, тут действительно так вот, ну, до последнего украинца это как бы, ну, вообще не выход и не решение, потому что оно же сталкивается с таким же пропагандистским штампом, давайте до последнего русского на территории, или россиянина на территории Украины. То есть, и это же, ну, как бы путь никуда. А какие точки могут быть примирения? Ну вот, смотрите... Исполните июньский ультиматум. Единственное, это лучшее предложение, которое есть сейчас у Украины. Исполнить ультиматум и договориться – это два разных слова. Александр, с проигравшими войну не договариваются. Смотрите, хорошо. В таком случае мы можем использовать нарратив, что Запад проиграл войну. Ну, Запад. Пожалуйста. Не дал, не обеспечил. Вот это вот там манцы вот эти там устроили, танцы, обниманцы в коалиции желающих, да, там, вот этот Трамп, как это, мне так нравится это выражение, камешек в сапоге, да, вот это, ну вот мешает, вот это все. Вот мы могли сделать все. Вот нам бы оружие, нам бы вот это все, а вот, ну вот не дал Запад. Пускай Запад капитулирует перед Россией. Запад не собирается. Один маленький нюанс, Запад не собирается это делать. Понимаете, это очень тяжело. Давайте, если говорить серьезно. Украина сама себя загнала вот в эту ловушку. Из нее нет выхода. Это то, что вот хороший есть канал, рекомендую, Политправ называется. Он хорошо это описал на примере знаменитой ловушки Catch-22. Смысл в том, что условие Б, то есть, чтобы выполнить условие А, вам надо выполнить условие Б, но условие Б невыполнимо, пока не выполнено условие А. Вот, в принципе, Украина антироссия. Да? Это условие. То есть, Украина может существовать только как антироссия. А. То есть, Б. Чтобы Украина существовала как таковая, она должна не быть антироссией. И вот в этом круге вы бегаете до бесконечности. Да? То есть, упрощаю. Украина ввязалась в войну с Россией и проиграла эту войну. Да, с полной поддержки Запада, вы абсолютно правы. Тут огромная роль то, что Запад спровоцировал, загнал Украину в ловушку. Лучше по принципу меня обманывать нетрудно, я сам обманываться рад. Собственно, весь украинский проект идентичности 30 лет под это и строился. Проблема в том, что сейчас нельзя просто, знаете, сделать шаг назад и сказать, ну извините, мы немножко ошиблись. За это придется заплатить. Это очень важный момент в дипломатии. В дипломатии действует очень такой принцип, знаете, вот в древности «Via Victis» – «горе побежденным». Вот это очень важный момент. Поэтому, кстати, очень важно для Зеленского, для Европы, они отказываются признать статус побежденного. Пока, я вам прямо скажу, пока статус побежденного не признан, ни о каком дипломатическом решении речи вообще не идет. Как раз именно признание статуса побежденного открывает возможность для хоть какого-то дипломатического урегулирования, да, с большими потерями. Тем не менее, этого не будет. Поэтому будет эта ловушка. Мы не можем это признать, значит, нам нужно продолжать суицидальное поведение. Но чем больше мы продолжаем суицидальное поведение, тем
Чем больше мы проигрываем, тем хуже следующие условия. Но чем хуже следующие условия, тем меньше мы готовы их принять. И мы так и двигаемся, по этому кругу. Ответ заключается в том, что внутри этой системы решение невозможно. Решение возможно только выпрыгнув из эту систему, но выпрыгнув из этой системы, все равно придется очень много заплатить. И на данный момент цена на бумаге обозначена. Минимальная цена. Повторюсь, дальше цена будет хуже. Мы с вами это говорили год назад, нам не верили. Будем говорить через год, нам опять не будут верить. Но вот это вот реальность, с которой придется признавать. Я просто вот почему так, да? Ну, как бы вывожу сюда. А не является, вот я, кстати, тоже я серьезно об этом думаю, вот это же вот такой, ну, давайте так, это нарратив, да, то есть Украина антироссия. А не является ли противоположная российская сторона заложником этого нарратива? Вот это вот очень важный момент. Я хотел бы, чтобы мы вот пофилософствовали вообще, откуда взялась вот эта история, ну, с антироссией. Смотрите, в Украине, по большому счету, да, вот и сейчас это тоже, оно выходит наружу, оно выходит все, действительно, 30 лет, тут я с вами согласен, то есть, ну, там, люди, которые, там, с юго-востока, люди, которые там русскоязычные, украинские, неважно. То есть, да, то есть мы имеем дело с антироссийским режимом, а не с антироссийской Украиной. И это, мне кажется, более ближе к истине, чем то, что Украина в проектности антироссия. В этом нарративе, по-моему, как бы, ну, это нарратив войны, заложником которого является в том числе и российская сторона, не находите? Нет. Нет, потому что этот нарратив был в XIX веке. Кирилло-Мефодиевское братство, все эти товарищи польские, скажем так, проплаченный украинский национализм. Это было точно так же простите, интегральный национализм Донцова читали, наверное, да? То есть уроженцы Мелитополя, хотя вообще не западенец, ну, пожалуйста, вот идеолог украинского национализма. Я уж молчу про Бандеру, Шухевич и прочих товарищей, да? А украинское государство, УНР себя строило именно по такому же принципу. Простите, украинское государство идет преемственность от этой истории. Поэтому вы можете сказать, что не все население Украины является антироссией, это да. Но украинская государственность в том виде, в которой она мыслилась ее же идеологами, не русскими. Русские-то как раз, это, честно говоря, для них большим открытием всегда становится. Каждый раз, как из ниоткуда. Она по-другому себя не мыслит. И здесь есть объективная проблема. То есть, давайте, если говорить серьезно, проблема, о которой украинские националисты прямо пишут, что здесь они правы. Они своего врага знают гораздо лучше. Они говорят, если мы не будем антироссией, то на длинном горизонте, не очень таком длинном, нескольких поколений, наша украинская идентичность размоется и поглотится более крупной цивилизационной идентичностью, в данном случае русской. Ну, это вот по принципу, как мировой язык поглощает региональный язык, вот если на то пошло. И, разумеется, русский язык относительно украинского языка выступает мировым языком. С культурной... Вот отсюда вот эти смешные, в кавычках, конфликты по поводу «запретим Машу и Медведь», да? Это же вот это ровно, Саша, та же самая проблема. Но тогда возникает вопрос. Понимаете, если Украина не антироссия, как вы объясните жителю Харькова и Белгорода, которые основаны русскими царями в рамках одного процесса движения засечной черты на юг, почему они отличаются друг от друга? Ну, как вы объясните там действительно родителям, которые включают YouTube-канал Маша и Медведя и в Украине, и детки смотрят вот эти мультики, и это все так раздражает, но это факт. То есть мы же не можем назвать страну антироссией, где деткам врубают этих фиксиков и, ну, вы поняли, то есть Машу и Медведя. Нет, мы просто можем фиксировать конфликт между идентичностью населения, живущей на определенной территории, и идентичностью государства, которое функционирует на этой территории. Вот о чем идет речь. Но государство как раз... А другого государства нет и не было. Всегда украинское государство на основе той идеологии, которая пишется с 19 века, становится антироссией. Понимаете, в чем проблема? Вот, я хочу в ней разобраться. То есть, а почему так происходит? Вот смотрите. Потому что иначе не объяснить, зачем мы независимы. Если читать украинских националистов, я еще раз повторю, всех, а я их читал,
Я могу вам посоветовать книжку большую, там, где они изложены все. Если хотите, можете даже автора пригласить на эфир. Он погрузился еще раз. Ну, огромный, понимаете, это исторический вопрос, там они исследованы. Просто их читать скучно, честно говоря. Люди пишут очень специфические вещи, но они ничего о себе не скрывают. Поэтому просто берете и читаете. Ну, извините. Вот. И, повторюсь, проблема-то простая, потому что иначе не объяснить, зачем мы незалежные. Ну, по-простому. Если мы не будем строить свою идентичность как анти, то есть если мы не будем выжигать... Ну, они прямо пишут, мы должны из себя выжечь всю вот эту русскую... Помните эту знаменитую листовку? То, что ты должен любить Украину больше, чем свою жену, свою дочь. И если они поганые там москальки, вот убей их вот, на благо Украины. Я реальную листовку читаю, там середины 20... Ну, вот периода Второй мировой войны, даже пред Второй мировой войны, там так и написано. Блин, простите, я понимаю, что это очень сложно, потому что мы это не читаем, и вы, как нормальный человек, этими вещами особо-то и не задевались, пока оно в окно не постучало. Посмотрите, в этом же и прелесть. Но государство строит, Александр, еще раз, государство строят эти люди. Никакие другие люди это государство не строили. Более того, у вас, если вы решите строить государство, да, допустим, вот прилетели инопланетяне, поставили вас, вот вы хотите на своих принципах построить это государство, вот все то, о чем боятся украинские националисты, станут правдой. И там через поколение будет непонятно, зачем нужна независимая Украина. Вот и все. Они в этом плане правы. Это проблема, особенно в мире, вот давайте, если мы посмотрим сейчас, да, в мире, когда идет большое гравитационное притяжение именно по цивилизационным блокам. Да? Ну, то есть, Украина здесь объективно, она входит либо в русскую православную цивилизацию, куском большим, основным ее, либо частью ее еще вот маленьким кусочком может попытаться войти в польско-католическо-западную цивилизацию. Но в любом из этих сценариев вот эта независимая Украина, она вот как-то вот пропадает в том качестве, в котором мыслили ее все националисты, романтики 19 века, которые, собственно, это государство-то и создавали. И в итоге у вас получилась очень странная идентичность, когда есть политическая идентичность украинец и культурная идентичность городского населения, которая по большей части русскоязычная. И вот эти две идентичности находятся друг с другом в перманентном конфликте. И этот конфликт не может быть разрешен. Потому что украинский язык не производит той городской мировой культуры. Он, опять, это никакой не снобизм, но, простите, если бы он производил на третий год войны, не жаловался, государство бы не запрещало Фиксиков и Машу и Медведя. Давайте серьезно это говорить. Не приходилось бы запрещать Булгакова, не приходилось бы запрещать Айвазовского, не приходилось бы в институте Одесского Мечникова всех половину бюстов закрывать и прочее. Что? Вот вам придется это все сбросить с корабля. Если это все оставить, то тогда вот эти связи с Россией, объективно, вот во всей этой городской культуре, их никак не разорвать. А если их никак не разорвать, то придется проводить вот политику гравитационного притяжения в эту сферу. И вот это же дилемма реальных украинских националистов. Вы думаете, что мы первые такие об этом задумались? Нет, они об этом задумались, и они свой выбор сделали. Они прямо говорят последовательно, что нет жертвы слишком большой, чтобы создать независимую Украину. Если по итогам всей этой истории останется там 10% населения, зато настоящих украинцев, это приемлемая цена. Они прямо об этом пишут. Они прямо об этом просто пишут. Смотрите, то есть вопрос, война идет, получается, с государством. С государством, с режимом. Война идет с государством, война идет с... более правильный феномен назвать война идет с идеологией украинства, которая имеет под собой вот это государство. То есть эта идеология стала основой государства. То есть они находятся в неразрывной связке. Тут очень важный момент. То, что иного государства на этих территориях никогда не было. То есть оно было либо русским, либо польским, но вот незалежным оно было только таким. Да? Повторюсь, независимая Украина всегда была в таком формате, так называемая независимая Украина. И да, вы очень правильно подмечаете эту проблему. На самом деле, если говорить серьезно, Москва-то эту проблему решать вообще не хотела. Москва до последнего верила и пытается все поверить, что возможно нейтральная, дружественная, спокойная вот такая Украина, которую можно просто будет использовать. Есть нейтральные государства, но это период закончился. К сожалению, для Москвы ей придется решать эту проблему во многом. Она не хотела эти проблемы решать. Если же помните все эти минские истории, то она же действительно пыталась все это вернуть назад. Донецк, Луганск, с территории Украины. Почему завел нашу дискуссию в эту, как там говорят, в эти дебри, да? Смотрите. Давайте идем в дебри. А война решает эту проблему? Решает. Очень самым жестким методом, но решает, к сожалению. То есть война исторически самый жесткий способ. Понимаете, это самый человека
жестокий способ решения такой историосовской проблемы, но решает, потому что, ну, предположим, сценарий имени Шухевича до последнего украинца будет реализован, проблема решится. Ну, государства не будет. То есть никогда больше это государство не сможет выставить армию, которую, скажем так, заказчик, управленец этого дрона сможет использовать против России. У России задача стратегическая в 2022 году была, она до сих пор не изменилась, и она все пытается ее решить, это безопасность западного фронтира. Она обеспечит эту безопасность своими, вот, всеми средствами, которые считает допустим. И если это средство будет вот как мы описываем, она тоже его реализует. К своему сожалению, без радости. Вот это важно понять, то, что особенно тоже выступления Путина об этом говорят. Сказать, что он удовольствие получает от всего этого события, нет. Но то, что он не получает от этого неудовольствия, не значит, что он готов, пройдя такой длинный путь, пройдя самые сложные периоды, заметьте, самые сложные периоды 22 года, а сейчас просто взять все выбросить, он понесет, наверное, этот крест до конца. То есть он решит ту задачу, которую он поставил перед исторической Россией. Он даст ей безопасность на западном фронтире, даже если это потребует года. К сожалению. Я с таким каким-то страхом внутренним, если честно, наблюдал вчерашний крестный ход в Москве. Знаете почему? Это почему? Почему? Потому что ровно там пару недель назад, потому что праздники, там, Успение Богородицы, вот это, да, то есть был в Почаеве крестный ход. Тоже, там, понятно, по-другому все обставлено, по понятным причинам, да. То есть не будем вдаваться, там, сравнивать картинки одного крестного хода и другого. Да, там были инциденты, что там ТЦК, в общем, водители автобуса, которые подвозили, вот это все, конечно, не красит это все. Но откуда страх, да, откуда, даже такая, я побаивался. Печаль. После этого крестного хода, я так понимаю, что крестных ходов в Украине не будет. Ну как же, в России же сделали крестный ход в Москве. Значит, нашим здесь, в Украине, например, надо запретить. То есть изначально, как идея. Интересная логика. Я, честно говоря, не ожидал. Я вам расскажу то, что в августе, летом был Великорецкий крестный ход, например, в России тоже очень большой. И вот как раз более сравнимым даже с Почаевским. По маршруту все-таки московский был относительно коротким. Давайте так, я не знаю, запретят или не запретят, скорее всего, запретят, но вы смотрите сейчас в самый корень. Собственно, главный, на самом деле, вот вы спросили, война идет с государством, война там идет с идеологией. На мой взгляд, конечно, но с важной оговоркой, вопреки изначальному и даже текущему намерению большинства участников, включая Россию, в реальности эта война идет сейчас за веру. Война идет за веру, за то, что вот под каким крестом и с кем, скажем так, будет народ этой земли, со своими святыми, или вот будут свои святые выкинуты в рамках построения идола вот этого украинского национального государства. К сожалению, пока вот вектор, в принципе, становится более-менее понятным, как бы нам это было не прискорбно, но в перспективе, вот если вы спрашиваете, можно ли искать выход из этой истории, можно. Вот выход из этой истории идет в совместных крестных ходах. Совместный крестный ход – это и есть тот самый выход из всей этой истории, условно было бы. Это не отменяет признание дипломатических поражений, юридических поражений. Но если вы хотите дипломатическое военное поражение превратить в духовную победу, то это идет через признание самого себя, через признание своего имени, через признание своей веры. Но именно поэтому, скорее всего, Украинскую православную церковь, мы прекрасно понимаем, украинское государство полностью ликвидирует, вне зависимости даже от желания Украинской православной церкви, за исключением небольшого числа митрополитов, договориться с этим государством хоть как-нибудь. Никак не договоришься. Либо полностью отдать все, либо, включая самое главное сокровище веру, либо вот этот страшный мученический крест, которого никому, скажем так, как мы говорим, все же избави нас от лукавого, да, поэтому это вот примерно об этом идет речь. Но вот наступили такие времена. Повторюсь, единственное исцеление всей этой войны, уже когда она закончится, причем неважно, через год, через 5, через 10, будет через общую чашу. Это единственное место, где такие войны в русской истории исцелялись у общей чаши. Ну а до тех пор все будет идти по пророчествам. То, что нечестивым нет мира,
Да? То есть невозможно пытаться, не сделав работу ошибки, не сделав работу покаяния, не осознав то, что тебя привело к, э, скажем так, в этот момент, надеяться на мир, что он просто тебе, вот знаете, упадет сверху. Вспомните вот притчу о блудном сыне, да? Там же очень была важная история. Вот этот блудный сын, который все потерял, все вот заблудил, то есть в метафоре Гоголя можно было бы сказать Андрей такой, да, коллективный. Вот. Он же с покаянием возвращается к отцу. И вот когда он с покаянием возвращается к отцу, тогда наступает прощение, тогда наступает вот это пресловутое новое состояние и выход из, казалось бы, нерешаемых ситуаций. Но до тех пор, к сожалению, все будет идти по вот этим страшным законам причинности. А все законы причинности, они действительно, вы правы, связаны со смертью. Да? Здесь я не буду вам никаким образом обманывать. Если вот, как мы раскидывали выше, то есть, заметьте, безо всякой эмоции, просто потому что, проводя причинно-следственную цепочку из точки А в точку Б, все как-то выходило очень грустно, печально и страшно. Но, наверное, поэтому стоит об этом говорить вот максимально честно, максимально, как сказать, да, максимально непредвзято, чтобы, увидев, вот, завершая вот нашу, скажем так, уже теологическую минутку перед ответом на вопросы, да, Силуану Афонскому Богородица сказала: «Помни только об Аде и не отчаивайся». Вот очень хорошо, что вы пытаетесь помочь своей аудитории. Я очень этому рад, и не отчаиваться. Но не отчаиваться нужно именно видя вот эту максимальную страшную обстановку, в которой действительно все сейчас оказались. И вот уже на дне этой самой страшной обстановки может засветить свет вот этой самой некой надежды. Но свет Так этой надежды вот тот самый крестный ход. вопрос, дно ли это, понимаете? Потому что с каждого утюга нам говорят: не дно. Павел, ну какое дно? Ну подождите. Вон, смотрите, есть вот детишки в детских садах, им включают минуту молчания, а потом они гимн поют. Всех остановили гаишники, говорят: все, всем минута молчания. То есть это же тоже работа, это тоже перепрошивка. Есть вот эти все моменты, там, вот мой ребенок, вот он будет воевать, я его научу, он будет подготовленный, у нас страшно. То есть, опять-таки, вы приводите, ну, как бы, нельзя так, наверное, говорить, ну ладно, классиков украинского национализма. У нас есть современник, Корчинский, говорит: надо стрелять, разрешить ТЦКшникам, надо вообще, как без ТЦК не было вообще ничего. Это вообще герои, это воины света, а вы их облачаете черти во что. Более того, выползают какие-то там, ну, разные там, отбарпершопленные, и говорят вояки, говорят: слышишь, в смысле, по какому праву я тебя остановил? Идет война, надо взять, написать такие законы, чтобы сильно умные не могли отпетлять. То есть умных надо отменить. То есть вот это, но он же говорит, как говорит, у него не хватает ума, чтобы следующий шаг сделать логически, поэтому он как сказал, так и есть. Поэтому если бы все было по закону в Украине, уже бы висел другой флаг. Он вроде как это сказал, глупость какую-то сказал, да, ну вот, ну понятно. Военный человек там, не шибко далекий, можно его пожалеть даже приголубить, сказать: ничего страшного, мы тебе реабилитолога найдем, психолога, все будет хорошо. Но он в порядке этого бреда сказал очень важную вещь. Если бы было бы все по закону, то висел бы уже другой флаг. Она глубже, чем кажется на самом деле. Ну, я бы сказал так: если бы все было по закону Божьему, то точно висел бы другой флаг, и мы это увидим. Насчет дна, да, вы абсолютно правы, до дна еще копать и копать, это действительно так и есть. Но завершу тогда эту часть тоже словами общего классика этой земли, Николая Васильевича Гоголя. Ну и у последнего подлюки, каков он не есть, хоть весь извалялся он в саже и поклонничестве, есть и у того, братцы, крупица русского чувства. И проснется оно когда-нибудь, и ударится он горемычно об полы руками, схватит себя за голову, проклявши громко подлую жизнь свою, готовый муками искупить позорное дело. Николай Васильевич Гоголь, 18 век. Так что, 19 век написано, звучит
актуально и с надеждой. Да, друзья, переходим к нашим ответам на вопросы, но перед этим подведем итоги опроса. Если закончить войну вот прямо сейчас, кому будет больнее? 3% думают, что США, 14% России, 37% Украине, и вот почему-то так, ну может, как это, новостейная, как это, фон такой, Европе, 47% Европе будет больнее. Павел, а что происходит с нашей аудиторией? Почему они считают остановку войны болью для Европы? Но если смотреть под европейский элит, конечно, но они же с Зеленским находятся в одной паре, и это уже у них коллективный «я не лох», да? То есть им же это себя придется признать такими, теми самыми, и полный вот этот крах мечты. То есть давайте прямо говорить. Европейская же мечта тут. Мы про Европу сильно не говорили, слава богу, что называется. Они не стоят слов «взгляни мимо», как писал Данте о таком. Но, тем не менее, пару слов скажем. Сейчас же вот был подписан по итогам Шанхая «Сила Сибири», вот этот второй, да, газопровод. И в чем смысл? Что тот объемы газа по нему предсказуемые, которые были, они пойдут в Китай, а не в Европу. Изначально планировалось то, что эти объемы могли бы в будущем пойти в Европу. Теперь не пойдут. А производство жиженного газа на самом деле в перспективе падать, скорее всего, будут, как говорят аналитики. Ну, по своим внутренним причинам. Другими словами, Европа полностью навсегда окажется отрезана от дешевых эконом-носителей. Победа над Россией была для вот этого четвертого рейха, надо понимать, принципиальным шансом вернуть себе хоть какие-то шансы на реланс. Ну, представьте, 22 год, украинские танки подъезжают в Москву, тренируешь, они выходят под Курск, в Москве переворот, Путин бежит, и вот Европа там восстанавливает нормальную колониальную администрацию, все как надо, и получает все, что она хотела, только теперь бесплатно. Это был в каком-то смысле единственный план всех вот этих еврокомиссаров, ну, получить тот самый голос в войне с, ну, относительно США, относительно Китая, относительно России. Ну, то есть это вот была бы сильная Европа. А окончание этой истории, но окончательно распишет их о том, что все, вот это все планы не сработали, все они пошли далеко и на юг. И да, им от этого будет... Ну, то есть это единая связка. Тут надо понимать, да, Зеленский с европейскими элитами, прежде всего с германскими и французскими, находится в единой связи. Пойдет один, падут и оба. Поэтому... Как, понимаете, это Трамп может сколько угодно хотеть мира на своих условиях, но Европа будет хотеть мира на своих условиях. И вот в этой ситуации война продолжается, эскалация неизбежна. Да, друзья, переходим к вашим вопросам. Начнем с сообщества YouTube. Давайте отсюда. Павел, ну, как бы постараемся пройти как можно больше, но если что-то требует отдельного внимания, никто вас не ограничивает. Все как всегда в этом формате нашего общения, и переходим потом в чат трансляции, но сначала вопросы заблаговременно. Значит, как вы относитесь к тому, Артем спрашивает, что современное человечество, похоже, достигло эволюционного тупика и стоит на пороге создания человека версии 2.0. Ген модифицированного под определенные функции с постоянным подключением к интернету через нейроинтерфейсы наподобие нейролинк и в связке с искусственным интеллектом. Не приведет ли это к тому, что мы, нынешние люди, окажемся вытесненными и исчезнем так же, как когда-то исчезли неандертальцы? Ну, смотрите, для меня это все часть одной большой гностической истории, которая началась в Эдемском саду. Лучше всего, наверное, описана в рассказе, части Библии о Вавилонской башне. Да? То есть построим башню и сотворим себе имя высотой до небес, и мы помним, что эта башня рассыпается, достигая некого предела. Вот то, что вы описываете, я думаю, будет примерно похоже на этот процесс. То есть вы абсолютно правы в том, что среди элитных групп, причем, кстати, неважно тут вот западные, незападные, китайские, индийские, российские, вот этот трансгуманистический соблазн, что там жить до 150 лет, пересадить себе то, подключить себя к другому. То есть вариант ответа. Кто-то хочет решить это через медицину, кто-то хочет решить это через криптотехнологию, кто-то еще хочет решить себя через какие-то другие методы. Вот придумывают самые разные истории, чтобы создать имитацию вечной жизни. Да? То есть это такое большое гностическое безбожие, вера в то, что можно своими силами, по сути, добиться некого божественного статуса. Но здесь я исхожу из теологической оптики, что не получится, хотя вреда наделают много. Андрей спрашивает. Китайцы занимают первое место в мире по уровню доверия населения к отечественным СМИ и составляют этот уровень 74%. Китайцы святой народ или наивный? Доверие важно или малозначительно? Какие хорошие вопросы. Доверие самое важное.
Без доверия вообще не работает никакая целостность, никакая общность. Собственно, все отношения, которыми вы дорожите, они все строятся на основе доверия. Если нет доверия, то остается только война. Ну, по сути, остается только война на длинной дистанции. Насчет того, доверяют ли китайцы своему правительству, не знаю. Короткий. Вот это вот на вторую часть вопроса ответить могу, она общетеоретическая. А про конкретно Китай. Спросите китаиста, насколько эти цифры адекватные. Им видней. Скажите, Павел, что является самой разрушительной в стратегии развития обычного общества? Пропаганда, необразованность или что? На ваш взгляд, не дает людям, что сплочаться на маленьком добре и так далее? Спасибо, Александр, всем добра. Интересный вопрос. Ну, самое страшное – это безбожие. Оно создает безумие, и оно создает отсутствие самой возможности для доверия и любви. Поэтому вот. А там, где нет доверия и любви, повторюсь, только страх и ложь. Собственно, так и живем. М, Да, значит, здравствуйте. Интересный, кстати, вопрос. Александр и Павел. Вопрос Павлу. Зачем в Москве празднуют День независимости Таджикистана? Как иронично, но в Таджикистане празднуют якобы независимость от той самой злой Москвы, которая их кормит до сих пор. Продовольственно, инфраструктурно, технологически и так далее. Взамен России, помимо рабочей силы, ну, всякие там русофобия, насилие, шаурмечные, забегаловки. Жалобы граждан власть не принимает. Это намеренное вредительство. Ну, и отдельно благодарят за шум вчера трехчасовой, лучшие редкие продолжительные эфиры. А вообще, конечно, тоже интересно. Да, то есть, зачем празднуется День независимости Таджикистана? Но я вижу в этом остатки знаете, как вам объяснить? Музыка кончилась, а они еще танцуют. Вот представление о России как огромной, знаете, тоталитарной стране, в которой ничего не происходит без сигнала прямого из Кремля, сильно преувеличены. Очень многие проекты работают по остаточному принципу. Вот эти все проекты про дружбу народов, на высшем контуре их де-факто уже отменены, то есть они уже никого не засекают, но по остаточному принципу продолжают работать. Это наследие советского опыта, где межнациональные отношения строились на основе ошибочной марксистской концепции, там, вот, дружбе народах, национальных автономиях, и вот со всяких созданиях кучи разных СССР, где все мы будем в одной большой дружной семье дружить. Ну, оно так не работает, но пока новые теории еще не до конца придуманы, есть более, как им кажется, важные вопросы российскому руководству, поэтому случаются и такие вот курьезы с дружбой народными и Днем независимости Таджикистана. Ну вот, мы понимаем, к чему это приходит. Собственно, видим это на примере Азербайджана. Вот, ну, все видели эту дружбу, а сейчас вот в Азербайджане 83% считают Россию главным врагом. Ну и Россия предпринимает соответствующие тоже меры. То есть, вообще, это длинный процесс переформатирования принципов отношений России с окружающими ее лимитрофами. То есть, но до тех пор будут, да, курьезы. То есть, это еще старые методички. То есть, это смесь старых советских методичек еще с ООНовскими там 90-х и 2000-х годов, которые там на локальном чиновничестве остались, и они еще двигаются. Вот ищут. Ну, хороший вопрос, да, абсолютно правы. Это, давайте так скажу, прикладной ответ. Смотрите на вектор. Да, вот на векторе за 3 года изменения видны медленные, больше напоминают лежать в правильном направлении, но вот они есть, какие есть. Павел интересуется, является ли протестантизм ветвью христианства или это ересь? Нет, ну с православной точки зрения, конечно, это ересь, что не мешает ему быть ветвями христианства. То есть все ереси, они считают себя ветвями христианства. Это разные понятия. Но для справки, с точки зрения, допустим, протестантов или там католиков, православие является ересью. Ну, ересь – это ошибка. Для понимания, ересь – это ложное учение. То есть, это учение, в котором не содержится полнота истины. Соответственно, если какая-то из доктрин претендует на полноту истины, то все остальные относительно этой полноты в той или иной мере пребывают в еретическом положении. То есть, это технические термины. Лина Востроилова вопрос. Зачем Путин выпустил в свет Януковича, если это только не троллинг? Типа, не хуже Бандеры на роль героя, только нашего времени. И бодрее, и живее, и зубастей. Не знаю, Александр, я вообще не уверен, Путин ли выпустил, или это какие-то ваши беглые разные элитные группы пытаются напомнить о собственной важности, или еще что-то происходит, либо это часть вот попытки напомнить, что мы вообще всего этого не хотели, и вы сами виноваты, и, в общем, вся вот эта история.
Вот моего ума хватает только на это. Искать там глубокий тайный смысл, как все понеслись, а вот это значит, я не рискну. Вот здесь я не рискну. Виталий, добрый вечер. Александр Павел. Вопрос. В настоящее время куратор Украины, Великобритания, проходит через процесс, очень похожий на исламизацию. Является ли это побочным Мгм. продуктом инвестиций в Британию из мусульманских стран, или это процесс формирования будущей армии из мигрантов? Как это скажется на Украине? Заранее спасибо за ответ. Ну и нужно добавить, что Ну, там такой смешной казус получился. Министр внутренних дел, ну, который отвечает за полицию, мигрантов, кто там, пакистанка, кажется, то есть, да, которая сразу там повыпускала кого-то. В общем, ну, интересный процесс сейчас в Британии происходит, да. Ну, я думаю, для Украины это актуально только тем, то, что вот на той территории Украины, которая не войдет в состав России, а так или иначе останется под западным протекторатом, если такая будет, то вот это примерно то самое будущее. Украинцы там точно не будут пометать чужинец, тут господарь украинец, заместят молодым трудолюбивым населением из Сомали и Пакистана. Ну, потому что надо же кому-то работать после того, как все в посадках под фабами погибнут, да. А этим, в принципе, самое то. Вот. А на более глубоком уровне, мне кажется, Британия, ее британская элита сейчас пытается тоже отрабатывать новую модель управления обществом вот в этом периоде постдовольства, посткапитализма, постлиберализма. То есть это вот очень... По сути, я это называю хазарская модель. То есть масса переходит в ислам, а элита остается в таком гностическом режиме управлять всей этой историей. И тут же нужно понимать, что вот когда Орвелл писал 1984, он не про Советский Союз писал, прол это вообще очень такое британское понятие, и он писал это на основе в том числе собственного материала. И не надо забывать, что капитализм британский начался с геноцида британских, английских, собственно, крестьян в процессе огораживания в 16 веке, овцы съели людей. То есть британцам, именно британской элите традиционно принято на себе отрабатывать какие-то те технологии, которые они потом будут пытаться на экспорт. С этой точки зрения это очень важная история для нашего общего будущего. Петр, Павел, не разыгрывается ли на территории бывшего Союза ленинская формула? Нам пришлось решительно определенно размежеваться, чтобы в итоге объединиться окончательно. Если и разыгрывается, то точно не намеренно, а проведенчески может быть самые разные сценарии. Я думаю, проведенчески это все, ну, если мы позицию могу только повторить, что проведенчески это нужно, чтобы мы вспомнили, кто такие мы все, вспомнили, какие наши настоящие имена, и ради чего эта земля была нам дана, под какой, скажем так, завет. И, соответственно, чтобы мы этот завет исполнили. Здравствуйте, Александр Павел. Денис, 31 год, Донецк. Там, кстати, обстрел Донецка сейчас. Донецк, Макеевка, М, полетели дроны. Вот. Ну, в прямом эфире, просто поэтому я об этом говорю. Задают два вопроса. Первый. Может ли война быть идейной основой страны? Второй. Насколько эта идея прочна? Кажется, что в России, что в Украине национальная идея сейчас это просто борьба с врагом, без ответа на фундаментальные вопросы. Нет, это, к сожалению, по-разному. Ну, это не что, к сожалению, по-разному. В России война, то есть тут есть два сценария. Сценарий первый. Сначала мы, потом война. Сначала война, потом мы. Это два разных сценария. Первый сценарий исторически естественный. Как только вы определили себя как мы, автоматически у вас возникает поле не мы, поле чужие. И у вас между вами потенциал конфликта по причине того самого отсутствия доверия. Доверять можно только своим. Так было всегда и так будет всегда. Доверять только можно тем, с кем у вас общая этика, доверять можно только своим. Поэтому вот, ну, Россия как бы тоже ищет свою идентичность, но у нее хотя бы есть понимание себя, как вот мы это мы. Там вот большие споры о том, что значит этими быть, но Россия не нуждается в Украине, чтобы позиционировать свою идентичность, да. А вот Украина скорее украинский национализм построен на сначала война, а потом уже мы. То есть война и должна по замыслу украинского национализма создать украинскую нацию через отрицание. То есть в основе украинского национализма лежит «не». То есть мы сначала говорим «мы не», у нас война, а потом уже каким-то образом появляемся мы как некая цельность. Поэтому это две разные истории, хотя ну, война как часть истории присутствует в обоих. Чат-трансляция. Анастасия Николаевна спрашивает, почему вы все-таки считаете, что Украина может существовать только как антироссия? У белорусов ведь получилось. Ну, во-первых, потому что белорусы называются Беларусь, а не Литвиния. Назвались бы Литвинией, пошли бы очень интересные процессы, да? Великое княжество Литовское. Во-вторых, потому что Белоруссия, я это говорил,
Надо посмотреть, чем это закончится. На длинной дистанции я остаюсь сторонником того, что Белоруссия войдет так или иначе в состав российского поля, либо тоже пройдет по цивилизационному разлому. Ее нынешний статус определяется действительно с очень уникальным талантом Александра Лукашенко, который умудрился в отдельно взятой Белоруссии заморозить время на 20-30 лет. Потому что сейчас, конечно, никакой Белоруссии нет, до сих пор есть БССР. Эти границы Белорусско-Советской Советской... То есть СССР нет, а Белорусская Советская Социалистическая Республика де-факто есть. У них даже флаг такой. Поэтому вот они вот в этом замороженном времени просуществовали вот этот некий период. Украина в границах 91 года могла существовать только как УССР. Но ее вот как бы нет, все, и уже не будет, и сразу это было, в каком смысле, проведя декоммунизацию, Украина лишилась последнего своего шанса на существование в тех границах, которые у нее были. Вот, все по заветам Ильича в этом контексте. Так что провиденчески она сделала большое дело на благо русского мира здесь. Вот. И возвращаясь к вашему вопросу, да. То есть, ну, кроме того, когда вы говорите о Белоруссии, очень важный момент, она же существует как что? Как союзное государство. Они незалежны. Вот есть большая разница между незалежностью, как ее понимает Украина, украинский национализм, и союзным государством. Украина как союзное государство России может существовать. Но это совсем другая история. Если бы Украина существовала как союзное государство 20 лет, мы бы вообще с вами ничего не обсуждали из того, что мы сегодня обсуждаем. Денчик, Павел, сегодня вы говорили, что Украина в размерах западных областей не интересна ЕС. А чем Украина интересна тогда в сегодняшних границах? Может, для ЕС территория не главная, а главное политические причины? Нет, но сейчас она до сих пор остается интересным плацдармом против России и каким-никакой армией, которую можно использовать как дрон против России. Биодрон. И граница, сколько там, 500 километров от Москвы, ракеты удобно ставить. Андрей Плеханов, Павел, ваше мнение и прогноз по политике Азербайджана в будущем? После последних событий отказ Китая от газа, нефти Азербайджана, Домодедово, фуры не пускают в Россию. Что будет делать Алиев? Торговаться сначала. Но у него сейчас очень сложное положение, потому что на Востоке терять лицо не очень хорошо, а он очень сильно поднял ставки в этой игре, надеясь на Турцию, США, Израиль. Да? То есть вот он думает, что эта ставка сыграет в его пользу. Ну, посмотрим. Ну, тут продолжают Макс о том, что про Беларусь там много и польских, католических земель. Почему нет таких агрессивных Много. людей, как в Галичине? И разница в том, что с одной группой людей Потому что намеренно Лукашенко работают. их подавил. Ну, очень простой ответ, потому что их подавили. Ну, то есть, что если бы вот революция 2020 года состоялась, мы бы увидели, ну, вот свержение Лукашенко в 2020 году состоялось, мы увидели абсолютно идентичные процессы, как в Украине. Ну, потому что, я повторюсь, Александр Лукашенко силой замораживает время и силой не дает вот этим проблемам взорваться. Рано или поздно ответы на эти проблемы давать будут. Но пока он выигрывает время, считая, что это самое главное, это его историческая миссия, как я понимаю. Дать вот это время. Тихановский, конечно, Не согласны? радует, конечно. Ну Тихановский, это... конечно, это лучший, не знаю, это... Чего он его в тюрьме держал? Надо было выпускать Я раньше. не знаю. Это не ко мне. Ну, просто нет, вопрос очень хороший. Да, Вопрос да. очень хорошего от уважаемого злоселителя был, то, что как раз он хорошо подпечатывает возможности для... То есть, с точки зрения, опять-таки, Запада, возможность сделать из Беларуси биодрон, подобно Украине, присутствует, готова. То есть, вся инфраструктура-то была. И они 3 раза попробовали. В 2005, 2008, а вот в 2020. Просто каждый раз, ну вот, условно, Лукашенко хватало силы решать этот вопрос. Давайте прямо скажем, решал он его силой, очень жестоко. Янукович не смог в своем 2014 году так решить этот вопрос. Но и то, это не решает этот вопрос, это выигрывает время. Я вот хочу подчеркнуть, что пока вот сочетание силы союзного статуса ядерного зонтика России как-то эту ситуацию удерживает. Но это очень нестабильное равновесие, и рано или поздно мы увидим, я думаю, подобный Украине сценарий, к сожалению. Юрий Федотов, Саша, вопрос к Павлу. Зеленский полезный идиот для России со своей идеологией? Ну, я уж не знаю, считает ли так в России, исторически да. То есть исторически, конечно, Зеленскому нужно будет поставить памятник в объединенной стране. Именно его несгибаемое мужество и несгибаемое упорство сыграли очень важную историческую роль в этом конфликте. Андрей задает вопрос. Значит, ну, тут такой двойной вопрос, но очень интересный, мне кажется.
Хотелось бы услышать мнение Павла на тему Польши и Львова. Насколько выгодно полякам уничтожение Украины Путиным? А также, что будет дальше с закарпатскими территориями, как быстро они отойдут своим бывшим хозяевам, почему Украина сама их не передала, уничтожая все, что дал СССР. Обстреливая жилые дома, Россия подрывает Северный поток, нефтепровод «Дружба». Зеленский не меньше бьет, чем Путин, рекрутинг убийц. В общем, это все. Но цели полностью поменялись, остались только гарантии. Кому выгоден геноцид украинского народа? Ну, такой комплекс вопросов, сумбурно немного, но тем не менее... Что-то очень сумбурно. Ну, давайте по первому самое простое. Анекдот про на бурячки-то помните ж, конечно. Ну, на бурачки, это на бурячки. на бурачки. На бурячки. Ну, раздали, ну что же назад отдавать? Ну, когда мы что-то назад да отдали? Ну, не серьезно. Это уж, извините, не серьезный вопрос. По срокам непонятно. Мы же не знаем, как это по времени будет развиваться. По вектору, да, мы понимаем то, что территориальные претензии есть у Венгрии к Закарпатью, у Польши на эти восточные кресы, да. И, разумеется, Украина, объективная проблема западных отношений с западными соседями. Пока это выгодно использовать как плацдарм против войны против России, да, но пребывать в таком состоянии. По мере ослабления Украины, а главное, и тут важные условия России, де-факто же условия Путина от 2004 года предполагают переучреждение украинского государства. Принятие новой конституции с новыми правами регионов, с новыми правами субъектов. Потому что вы иначе просто юридически не оформите выход 5 регионов из состава Украины. А он юрист, он это прекрасно понимает, вот эту всю историю. И если будет такой сценарий, то на определенном горизонте мы вполне себе можем представить, как какую-нибудь Львовская, скажем так, область проводит референдум о присоединении к Польше. Да? На основе права на самоопределение. Что-нибудь подобное представить очень можно. Но конкретные строки меня тут, к сожалению, тюрбана у меня нет такого, знаете, чтобы вам конкретно по датам все предсказать. Если говорить о геноциде украинского народа, то, к сожалению, геноцид украинского народа осуществляет сам украинский народ. Он его осуществляет, когда соглашается на ту идеологию, которая лежит в основании украинского государства. Это идеология войны с Россией. Разумеется, что воевать с Россией и не оказаться на грани исчезновения для украинского народа невозможно. Это трагедия. Но этот сам украинский народ должен осознавать. Пока украинский народ верит в массе своей, что можно как-то пропетлять. Что можно и быть антироссией, но и можно и без геноцида. Но вот тут, к сожалению, я боюсь, история такого выбора не предоставит. А заказчик внешний, конечно, понимаете, вот опять термин из 17 века есть прекрасный для описания этих отношений. Боевой холоп. На современному можно сказать биатрон. Если сам человек рвется в такой статус, почему же не воспользоваться-то? Знаете, я просто хотел тут два слова, понимаете, Павел? Спорить? Нет, не поспорить, просто дополнить. Был же вопрос выше о человеке 2.0, да, генно-модифицированного, которого можно подключить прям по нейросетям, интернет, искусственный интеллект, то есть, генно модернизировать и визуально, и вообще, я по этому поводу. Я просто почему-то, вы отвечали на вопрос, а я вспомнил Зеленского, который выступал перед молодежью, был какой-то слет в одном из университетов, и он рассказывал, ребята, как же круто, у вас сейчас уникальный опыт, у вас знания предшествующих поколений, развитие новых технологий, война современная, которая дает развитие. То есть вы можете вообще реализовать себя здесь, в Украине, учась в ВУЗе, вообще в любом направлении. И повоевать, и программы, и программирование, и искусственный интеллект. Это все так надо. Вы в уникальное время живете. А я в этот момент, когда он это говорил, вспоминал эту историю, поколенческую. Елки-палки, что за поколение? Родились, Союз развалился, 90-е голодные, один Майдан, второй Майдан, дальше, 14-й год. Короче, это сумбур поколений, понимаете? Может, так куется этот человек, новый человек. Давайте вполне скажем, такой человек, который, да, не имеет настоящих корней, не имеет настоящей веры, не понимает, кто он, кому он служит, ради чего он живет, да, такой человек, конечно, прекрасный ингредиент для этого дивного нового мира,
Да, «Дивного нового мира» Хаксли, и который вот тоже вот этот трансгуманизм прекрасно вписывается. Здесь, понимаете, вот есть такая фраза про Украину, ее иногда произносят, причем с самых высоких трибун. Зеленский в 22-м очень радовался, прям мы, так сказать, полигон, приезжайте, используйте. То есть это, да и в целом в Украине очень было вот сейчас смесь полигона и какая-то и восточного вала против гунов. Вот это вот просто потрясающая, конечно, фраза. Ну вот полигон, отрабатывают все технологии, включая вот выращивание новых людей, когнитивное управление. То есть, я думаю, полигон это только про артиллерию и дроны, но главный полигон это про вот сознание. Полигон по отработке технологий управления сознанием. К сожалению, Украина здесь действительно с точки зрения науки дает бесценный опыт и бесценное количество материала, которое, да, все анализируют, это правда. Ну и точку, чтобы поставить в нашем сегодняшнем разговоре, Боцман задает вопрос вот такого порядка. Павел, вы говорите, что у Украины нет выхода, а какой выход у России? Для России он какой? Тоже получается, у России нет выхода, только воевать, а это ва-банк? Ну, в каком-то смысле. Если я правильно понял вопрос, да, Мгм. все-таки сначала я думал, все-таки был исторический, на историческом смысле выход России стать самой собой. То есть стать той Россией, которой она должна быть. Там, вот именно в терминах философов Соловьева важно не что народ думает о себе, а в истории, а что Господь думает о народе в вечности. Вот России очень важно стать той, какой Господь о ней думает в вечности. Это вот ее принципиальная цель и задача. Если она с ней справится, все с ней приложится. Если брать конкретный конфликт сейчас, то у России действительно нету, ну, объективно нету опции, как вам объяснить, подписывать свою капитуляцию и проигрывать. В том-то и проблема. У нее есть свои условия, она пошла в этот конфликт, она принесла огромные жертвы и издержки, и она обозначила свои требования, которые, ну, с точки зрения истории, войны и логики ей полностью понятны. Отказаться от них сейчас она точно не может. И пока она не достигнет их либо дипломатическими военными смыслами или военными способами, она будет воевать. Да. В этом коротком смысле, да. Павел Щелин был моим собеседником сегодня. Спасибо вам большое за время и мысли. Благодарю, Александр. Друзья, подписывайтесь на Павла Щелина. Все ссылки на соцсети, конечно, страничку на YouTube, Telegram, они в описании к этому видео. Спасибо за поддержку. У нас было больше 30 тысяч онлайн. Если каждый второй поставит лайк, представляете, сколько еще людей услышат этот сегодняшний разговор. Но это все не главное. Главное, берегите себя и друг друга. Добра и света. Увидимся.